центре Минска, на берегу реки Свислочь, стоит старый дом. Раньше в этом доме жил богатый человек. У него было 2 дочери. Отец очень любил их, поэтому хотел дать им все, что только можно: самую красивую одежду, дорогие украшения, интересные книги и, конечно, хорошее образование. Поэтому он пригласил домой учителя. Он каждый день приходил к девушкам, он учил их читать по-французски и по-английски, считать, петь, играть на пианино, рисовать картины. Этот учитель был молодым, умным, красивым, веселым. Конечно, девушки сразу влюбились в него. Учитель полюбил младшую сестру. Она была милой, доброй и немного наивной девушкой. Старшая сестра очень завидовала младшей, но никогда ей об этом не говорила. Молодые люди не могли пожениться, потому что отец девушек был против брака. Учитель был из бедной семьи, и он не зарабатывал много денег. Поэтому отец думал, что его дочь не будет с ним счастлива. Тогда влюбленные решили сбежать и тайно пожениться. Младшая сестра была так рада этому решению, что рассказала этот секрет старшей, которая очень расстроилась, потому что она сама хотела быть женой учителя. Но она сделала вид, что рада за сестру. Для своего плана влюбленные выбрали время, когда отца девушек не было дома. Младшая сестра также сделала выходной для всех слуг. Наконец, когда пришло время, влюбленная девушка уже хотела выйти из дома, но старшая сестра сказала ей, что в подвале она может взять немного еды в дорогу. Когда младшая сестра спустилась в подвал, старшая закрыла дверь на ключ. Сначала старшая сестра слышала, как несчастная девушка плачет, кричит и просит открыть дверь, но потом стало тихо. Учитель долго ждал свою невесту в назначенном месте. Когда он понял, что она не придет, он пошел к дому девушки, чтобы узнать, что случилось. Старшая сестра вышла из дома к учителю и сказала, что его невеста больше не хочет быть его женой и даже видеть его не хочет. Учитель был убит горем. Он пошел домой и несколько дней не выходил из своей комнаты. Но он очень скучал по своей невесте, поэтому он пошел на берег реки, где стоял дом, чтобы увидеть свою любимую. Когда учитель был около дома, он увидел, что из дома выносят небольшой белый гроб. Около гроба плакали люди: отец девушек, ее старшая сестра, слуги. Но саму девушку он нигде не видел. Он спросил у одного из слуг, что случилось. Слуга ответил, что ночью, когда никого, кроме старшей дочери хозяина, не было дома, река вышла из берегов и наполнила подвал. Утром, когда слуги вернулись, они открыли подвал и нашли там младшую дочь хозяина. Она была уже мертвой. Никто не знал, почему девушка была ночью в подвале. Учитель посмотрел на сестру своей невесты. Девушка была бледной, но она не плакала. На секунду их глаза встретились, и учитель все понял. Потом учитель не помнил, что случилось. Он пришел в себя через несколько часов в доме своей невесты. Вокруг было много людей. Они кричали. Около учителя лежали тела отца и сестры его невесты. А в руках у него было ружье. После этой истории в доме долго никто не жил. Люди говорили, что ночью слышали в этом доме крики, плач и выстрелы.